В связи с последними событиями, авторы любых политических комментариев вне зависимости от их контекста будут забанены без предупреждения. У автора канала есть свое мнение по поводу сложившейся ситуации, но оно обсуждается в узком кругу и здесь озвучено не будет. Блокировка YouTube является лишь вопросом времени, поэтому канал «Неразгаданные тайны» параллельно развивается на резервных площадках. Ссылки на них будут в описании и закрепленном комментарии. Ваш актив на новых площадках станет неоценимым вкладом и мотивацией для продолжения работы. Огромное спасибо тем, кто благодарит автора материально. Сделать это можно по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Не меньшее спасибо подписчикам, которые смотрят ролики через VPN. «8 мая 2008 года 18-летний Джошуа Мэддукс вышел из дома просто прогуляться. Он очень любил природу, поэтому любил длительные прогулки. Вот только в живых его больше не увидели. 7 лет спустя, в августе 2015 года, менее чем в миле от дома Джошуа, застройщик начал сносить старый заброшенный деревянный дом, чтобы проложить на его месте дорогу к недавно построенному кварталу из 32 домов. В том деревянном доме никто не жил уже много лет. Внутри все давно сгнило. Рабочие начали постепенно разбирать этот дом, но когда дошли до дымохода, их ждало потрясение. Внутри кирпичной кладки лежало мумифицированное тело. Позднее в нем опознали Джошуа. Из одежды на нем была только тоненькая рубашка, а вся остальная одежда парня была аккуратно сложена и лежала внутри дома. Что же произошло с Джошуа, еще долго мучили и продолжают мучить различных следователей на интернет-форумах. Джошуа Мэддукс родился 9 марта 1990 года и проживал в Вудленд-парке. Это небольшой городок с населением 8000 человек, окруженный заповедным лесом в округе Теллер, штат Колорадо. Родители Джошуа развелись, и парень остался жить с отцом и двумя сестрами – Кейт и Рут. Джошуа носил длинные светлые волосы, имел рост 180 см и вес 70 кг. Он относился к жизни беззаботно. Любил музыку и большинство своего свободного времени проводил либо за написанием музыки, либо за игрой на гитаре. В школе учился хорошо, проблем не доставлял. За 2 года до исчезновения, 1 июня 2006 года, как раз за неделю до выпускного его старший брат, 18-летний Закери, совершил самоубийство после довольно продолжительной депрессии. Тогда отец сказал: «2 года назад я похоронил его старшего брата. Это был очень серьезный удар для него. Это был серьезный шок как для семьи в целом, так и для Джошуа в частности. Он очень любил старшего брата». Несмотря на это, Джошуа справился с горем и продолжал жить счастливо и беззаботно до 2008 года. 8 мая 2008 года Джошуа вышел из дома, сказав своей сестре Кейт, что собирается немного пройтись. Он очень любил пройтись в одиночестве, поэтому сестра не придала его словам особого значения. Семья проявила беспокойство, когда парень не вернулся вечером. 13 мая, через 5 дней после исчезновения, его отец Майк позвонил в полицию и написал заявление об исчезновении. Майк сказал: «Когда я просыпался по утрам, Джош был дома, а потом он просто не вернулся домой. На следующий день он не вернулся снова. Я позвонил его друзьям, никто его не видел. Никто не знал, где он». Полицейские, друзья и близкие парня прочесывали дворы и близлежащие парки. То есть те места, куда он мог решить пойти пешком. После нескольких месяцев поисков, так и не найдя никаких зацепок, все надежды рухнули. Кейт, сестра Джоша, тешила себя надеждой, что брат просто покинул город, чтобы посвятить себя музыке и начать новую жизнь. Она написала об исчезновении своего брата следующее: «Поскольку Джошу было 18 лет, было разумно предположить, что он, возможно, решил покинуть город, чтобы начать новую жизнь. Как одна из 2 его старших сестер, я всегда предпочитала верить, что так оно и было. Я ожидала, что Джош в любое время вернется в дом моего отца с женой и маленькими детьми, чтобы они могли встретиться со своими бабушкой и дедушкой и 2 тетями. Джош всегда был известен своим музыкальным и литературным талантом, так что, возможно, мы найдем его играющим свою музыку вместе со своей группой в турне. Или застанем его за написанием успешных романов под псевдонимом, чтобы он мог вести свой любимый образ жизни в одиночестве в лесу.
У полицейских не было оснований предполагать, что парень был убит, поэтому его обозначили как пропавшего без вести. В 2015 году 80-летний Чак Мёрфи, строитель из Колорадо-Спрингс, начал сносить старый деревянный дом по улице Мидоу-Ларк-Лейн. Этот домик находился на большом участке земли, окруженном высокими соснами. Чак приобрел этот дом еще в 50-х. Ранее, с 30-х годов, здесь располагался печально известный бар, закусочное и горное заведение под названием Ранчо Тандерхед. Им владел человек по фамилии Баркстрём, которого все знали под прозвищем Большой Берт. Он переехал в Америку из Швеции в 1912 году и после окончания сухого закона сразу же основал питейные заведения. Он также использовал ранчо для организации незаконных азартных игр и проституции, за что в конечном счете и был арестован ФБР. На последующем суде присяжные отказались признать его виновным. До 2005 года в домике проживал брат Чака. Впоследствии он переехал, здесь начали складывать вещи, а потом и вовсе забросили его. Домик не использовался в течение 10 лет и пришел в упадок. Чак, его новый владелец, принял решение снести его в августе 2015 года и на его месте построить дорогу. 7 августа начались работы по демонтажу. Рабочие вошли внутрь и почувствовали сильную вонь, но списали все на диких животных, которых в близлежащем лесу водилось предостаточно. Когда рабочие демонтировали один из двух дымоходов в доме, Чак сделал ужасное открытие. Внутри дымохода находилось тело молодого человека, скорчившегося в позе эмбриона так, что его ноги располагались выше головы. Мужчина позвонил в полицию. Полицейские приехали, прихватив с собой и коронера. Много позднее, с помощью стоматологических карт, коронеру удалось опознать жертву. Ей был Джошуа Мэддюкс, пропавший 7 лет назад. Семья Мэддюксов была шокирована новостью об обнаружении тела Джоша. Его сестра Кейт сказала: «Ситуация вообще не имеет никакого смысла. Мы действительно ожидали, что он все еще жив и находится не так далеко от нас. Но теперь единственное, что мы можем предположить, это то, что он был 18-летним парнем, который зачем-то решил проверить заброшенный домик, и произошел несчастный случай». Этот домик находился всего в 2 кварталах от дома Мэддюксов. Во время поисков Джоша домик тоже осматривали. Не было никаких признаков, что внутри кто-то есть. И тем более, что кто-то есть внутри дымохода. Даже Чак Мёрфи, владелец этой недвижимости, редко бывал там. Однако, когда он все же посещал этот дом, то также не замечал никаких странностей. Поскольку сам дом стоял в центре большого участка земли, окруженного высокими соснами, примерно в 50 футах от дороги, полиция предположила, что в условиях отсутствия поблизости других домов, даже если бы Джош звал на помощь, никто бы его не услышал. Коронер округа Теллер Эл Борн провел вскрытие и не выявил в организме следов наркотиков. Твердые ткани не имели признаков повреждений. Не было ни сломанных костей, ни следов от ножей. Пулевых отверстий также не было. Пока нет ответов на ряд вопросов. Все очень запутанно. Эта смерть не была мгновенной. Как он умер, остается только догадываться, но мы знаем, что он не умер от голода, потому что на это уходит много недель. Мы можем предположить обезвоживание, смерть от которого может наступить в течение нескольких дней. А также есть еще одна вещь – переохлаждение, которое может наступить в течение пары дней. У нас нет доказательств, чтобы сказать, что из этого наступило первым. 28 сентября 2015 года Борн вынес вердикт. Несчастный случай. Он предположил, что Джош залез в дымоход, где и застрял в кирпичной кладке. Борн заявил, что положение тела Джошуа не вызвало подозрений, что кто-то затащил его туда насильно. Он заключил, что наиболее вероятной причиной смерти стало переохлаждение, поскольку в промежуток между 8 и 10 мая 2008 года температура воздуха опускалась до минус 8 градусов по Цельсию. Многие местные жители, включая членов семьи Джошуа, поставили отчет коронера под сомнение. Чак подверг сомнению заключение о несчастном случае, поскольку дымоход был построен за 20 лет до этого, и во время его постройки внутри подвесили тонкую проволочную сетку, чтобы в дымоход не попали животные и мусор. Мёрфи сказал: «Это была тяжелая проволочная решетка, проволочная сетка. Я установил ее поперек дымохода примерно на уровне первого ряда кирпичей сверху. Мы не хотели, чтобы в дымоход попали еноты». Борн придерживался мнения, что решетка могла заржаветь или подверглась коррозии, и далее заявил: «Никто не видел металлическую сетку.
Мы не видели ее ни на одной из наших фотографий. Возможно, ее там не было вовсе. Мёрфи ответил, что во время сноса все металлоконструкции в доме были сняты и отправлены на металлолом, что объясняет, почему коронер не смог четко найти сетку. Ее попросту уже не было в дымоходе. «Рабочие просто сняли всю сталь, уголки и прочее», — сказал Мёрфи. Они понятия не имели, что сетка имеет какое-то значение. Уступив Мёрфи, коронер Борн вновь открыл дело уже через 3 дня после первоначального заключения. Во время первоначального вскрытия вопрос вызывало не только отсутствие решетки. Например, большая деревянная барная стойка для завтрака, оторванная от стены на кухне и перетащенная внутрь домика, чтобы заблокировать дымоход, вызвала дополнительные подозрения. Если барную стойку оторвали от стены, то кто и зачем это сделал? Тело Джошуа также было найдено в позе эмбриона с ногами над головой. Чтобы оказаться в таком положении, ему нужно было сначала войти в головку дымохода. Это была довольно необычная позиция, и Борн ранее заметил, что по его мнению потребовались бы 2 человека, чтобы расположить его таким образом. Что было еще более странным, так это то, что когда тело Джошуа было обнаружено, на нем была только тонкая терморубашка, а его одежду нашли в другом месте в доме, свернутой рядом с камином. Борн сказал об этом. «Мы не знаем, почему он разделся, снял обувь и носки, почему вышел на улицу, забрался на крышу и спустился в дымоход. Это же просто необычно». В пересмотренном отчете о вскрытии говорится, что причиной смерти стал несчастный случай, убийство или неустановленные причины. Борн сказал: «Мы придумали наиболее правдоподобное объяснение, и оно не меняется. Мы по-прежнему считаем, что это был несчастный случай. Он действительно спустился по дымоходу. Таков наш вывод». Чак Мёрфи сказал: «Этот парень никак не мог пролезть в дымоход с этой стальной решеткой. Он не спускался по дымоходу». Чак оставался убежден, что смерть Джошуа не была случайностью. Мёрфи сказал, что было смешно думать, что подросток разделся до одной рубашки, забрался на крышу, а затем в дымоход и соскользнул вниз, зная, что он будет в ловушке. Полицейские получили несколько анонимных телефонных звонков. Во время этих звонков звучали имена подозреваемых и возможных следов для раскрытия дела. Один из таких подозреваемых в настоящее время находится в тюрьме Техаса, а ранее отсидел в тюрьмах Сиэтла и Портленда за долгую историю насильственных преступлений. Одна наводка подсказала полиции, что этого человека видели с Джошем. Коронер отнесся к этому сообщению скептически. Борн также сомневался, что этот человек смог бы засунуть Джоша в дымоход в одиночку. В 2015 году в сообщении на Reddit было указано имя только что упомянутого подозреваемого. В посте говорилось: «Я ходил в старшую школу с этим тощим придурком хиппи по имени Энди, который играл на гитаре в группе. Я никогда не был с ним хорошим другом, но примерно через год после выпуска один из моих хороших друзей, Джош, начал с ним тусоваться, а затем пропал. Оказывается, помимо того, что Энди стал выглядеть намного старше, он действительно отправился в Нью-Мексико, где что-то натворил или даже убил кого-то. Когда Энди арестовали, он также утверждал, что убил женщину в Таусе и засунул ее тело в бочку. За исключением того факта, что Джошуа в последний раз видели с Энди, люди также звонили в полицию и сообщали, что до них дошли слухи о том, что Энди хвастался тем, что посадил Джоша в яму. Кто-то сорвал со стены на кухне тяжелую столешницу и прислонил ее к камину. Факт, что вещи Джоша были уже внутри дома, означал, что а. Джошуа уже был внутри, должен был запереться там и пойти к дымоходу, и б. Он в любом случае заметил бы наверху дымохода сетку. Полное имя этого подозреваемого – Эндрю Ричард Ньюман. Он был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений инвалиду со смертельным исходом в Нью-Мексико и в настоящее время отбывает срок. Также за ним числятся нападение на полицейского, пьяный дебош, кража и нанесение побоев. Еще в 2008 году друзья и близкие Джошуа попытались убедить полицейских провести расследование в отношении Эндрю, но полицейские убедили их, что с Джошуа все в порядке, и он решил сбежать из дому добровольно. Его старшая сестра Кейт до сих пор пытается найти виновных в смерти брата. Она организовала фонд, деньги из которого выплачиваются членам семей пропавших без вести. Убийца Джошуа до сих пор не найден.
Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк и напишите комментарий. В настоящее время это единственно возможная нематериальная поддержка авторов. Всем спасибо, до скорых встреч!